Всем привет! Это видео планировалось исключительно про восстановление поворотного стола, изготовленного в Индии, но попутно, на всякий случай, были записаны несколько кадров про изготовление самодельных державок для китайских сменных пластин. Чуть позже планировал изготовить расточную державку с диаметром 12 и 16 мм для токарного станка, но поскольку необходимые мне материалы где-то в пути, посылка задерживается, а в рамках предыдущего видео вы уже проявили интерес к подобному видео, решил все-таки выложить именно первоначальные видео, где изготавливаю державки, так сказать, на коленке, используя фрезу неподходящего диаметра, она сейчас тоже в пути, и пруток из неизвестной мне стали от Оргтехники, который в идеале тоже нужно заменить хотя бы на сталь 45. Предыстория данного видео проста. Я всего лишь пытался отцентровать деталь в установленном на планшайбе патроне и закрепленном на поворотном столе. Но, к моему удивлению, 2 часов потраченного времени одним из вечеров мне для этого не хватило. И тогда я решил уже окончательно выяснить, в чем же дело. А дело, как оказалось, совсем не в тех вещах, которые я предполагал. Путем последовательной проверки различных элементов данной системы, а это установки патрона, планшайбы, центровки, росточки кулачков патрона и даже на всякий случай самих фрез, которые я устанавливал для проверки, в итоге выяснилось, что лишь после продолжительной обкатки стола та внутренняя смазка, которая служила для консервации, разработалась, и только после этого я заметил болтанку самого стола. После проверки выяснилось, что люфт составляет целых 12 соток. Его трудно ощутить, когда червячная пара зажата и люфт в ней выбран. Но лишь стоит вывести червяк из зацепления, как стол тут же начинает болтаться. Выход тут один, точнее 2, можно выбросить стол. Ну а если все же не выбрасывать, то нужно растачивать корпус и устанавливать втулку. И в этот момент назрела еще одна проблема, ведь у меня не было расточной головки. И именно в этот момент они безумно подорожали. Поэтому, подумав пару дней, я навскидку просчитал, что все необходимые инструменты для изготовления расточной головки у меня уже есть, а времени на ожидание ее с Китая при покупке нет. Именно так в итоге и началось изготовление расточной головки, но лишь в конце ее изготовления я осознал, что мне не хватает резцов. И после этого понеслось. Изготавливаю я эти резцы, очень топорно, буквально на глаз снимаю поверхность, на которой будет установлена пластина. Она обычно чуть выше центра, примерно на те самые 2 мм по высоте. Ну, а дальше уже устанавливаю углы, даже не сверлю, так как это очень много заморочек. Просто фрезой на 4 мм даю 2 угла, немножко расфрезеровываю угол вместо сверления. Да, это неправильно, это не точно. Железо тут очень слабое, но для работ, которые производятся в хоббийной мастерской, где не нужна особая прецизионность, где нет партий деталей, соответственно, не нужна высокая повторяемость, более чем достаточно всего этого. В чем я уже несколько раз убедился, делая предыдущие резцы. Растачиваю ими даже в сталь. И на самом деле у меня просто нет вот этого прутка, хотя бы из стали 45. Прошелся 12-миллиметровой фрезой по верху и торец под тем же углом, под которым сейчас стоят тиски, а они стоят под углом 5 градусов. Вообще планирую делать примерно вот такой резец, с такой же пластиной и с таким же вылетом. Этот резец расточной, очень длинный, 8, а этот будет на 12, поэтому расточной останется таким, какой есть. Обрезать его не хочу. Зажал фрезу на 4 мм. Тоньше, увы, не получается, хотя надо бы. И ей сейчас нужно пройти 2 тех самых угла пластины. Судя по угломеру, угол там 60 градусов. Так что ничего сложного. Единственное, изначально я немного
изменил угол, поставил 5 градусов, то есть будет плюс 5 градусов. Угол я взял с того же резца. Если вот так внимательно посмотреть, видно, что пластина стоит не под 90 градусов. Вот так все и происходит. Углубился вдоль, потом, смещая оба лимба, углубился под 45 градусов, вышел обратно, вывел, снял немножко внешнюю часть. Теперь остается только повернуть на нужный угол и снять вот эту часть. Ну и подкоротить длину, раз уж все на глаз. Вот почему я взял именно НГФ-овские тиски. После поворота деталь ушла настолько, что я уперся плитой в защиту, в уголок шторки. А мне здесь нельзя ни в коем случае трогать лимб вертикальной подачи по понятным причинам. Ну и как можно меньше манипуляций производить. Но в данном случае я попал. Придется сдвинуть хобот. Хобот сместил. Теперь есть в запасе целых 5 мм. И остается предпоследняя операция. Ну, когда делаешь тяп-ляп и торопишься, примерно такой результат и получаешь. Попытался подровнять вот эту поверхность с вот текущей уже установки и немножко вписался в стенку. Также не совсем в нужное место увел, вот здесь вот сделал росточку. Но сути дела это не меняет. Пластина ложится и упирается двумя углами. Она немножко подпрыгивает из-за того, что здесь кромка не под 90 градусов. Сейчас поверну в то обратное положение, еще немножко подторцую под размер текущий получившийся, где-то с миллиметр. Далее просто укладываю так плотно пластину, помечаю разметочной краской и царапаю. Говорят, как-то давным-давно, настолько давно, что это уже можно считать неправдой, китайские производители вкладывали к резцам, которые продавали, запасной винтик. Именно такой винтик можно использовать для такого самодельного резца. Но на моей практике ни с одним резцом ни одного лишнего винтика мне не досталось, поэтому я заранее запасся вот таким пакетиком с этими винтиками. И именно их я применяю в своих самодельных резцах. Сейчас мне нужно по центру этой пометки сделать отметку центровочным сверлом, но не сверлить. А после того, как я убежусь, что я вошел в нужную систему мне координат, после этого я лимбами смещаю примерно на 0,2. Я думаю, понятно, что к граням сформированной посадки по моей практике этого достаточно для того, чтобы винтик в будущем прижимал пластину к граням. Смещаю я примерно, на одном резце делал 1,5 десятки, на другом 0,2.
А в итоге особо не заморачиваюсь и сверлю шуруповертом. Ну, естественно, по уже готовому центровочному отверстию в нужной точке. И тем же шуруповертом нарезаю резьбу. В общем-то все. Пластина сидит на своем месте. Ну, давайте немножко посмотрим на все мои косяки, которые я сделал на глаз. Чуть более крупно. Вот такую чистоту поверхности умеет давать НГФ, если применить попутное фрезерование. Да-да, то самое, о котором говорят забыть раз и навсегда. Но не все так просто и однозначно. Вот такой набор резцов у меня уже имеется. Несмотря на то, что головка у меня в пользовании примерно около 2 недель. Как я уже говорил, для каждой операции, когда я планирую использовать головку, мне почему-то всегда нужен какой-то специфический резец. Конечно, в этом есть и определенные плюсы. Когда я сделаю с десяток таких резцов, то, возможно, у меня на это уже будет уходить вообще минут 10-15. Также рекомендую всем прикупить вот такой пакетик с винтиками. Даже не ради того, чтобы делать самостоятельно резцы, а ради того, чтобы заранее позаботиться о возможном небольшом таком ЧП, когда один из этих винтиков ваших резцов будет удачно потерян. Я уже несколько раз чуть не терял этот винт, поэтому заказал такой вот пакетик. Ну, пока он шел, уже надумал делать собственные резцы. Во многих таблицах резьб, которые я встречал резьбу М2,6. Но здесь написано, что резьба М2,5. Ну, длина это соответственно 8. И количество штук. Основной целью данного видео была как раз таки демонстрация того, что эти резцы не обязательно делать на больших, мощных, точных станках ЧПУ. То, что такую державку можно без труда сделать в домашних условиях, и она будет работать. В данном случае я не уделял особого внимания высоте закрепления пластины, так как это расточной резец. Его, конечно, можно использовать в качестве расточного на токарном станке, а в данном случае она свободно поворачивается, и кромку можно выставить под нужным углом. Ведь вращается он не относительно своего тела при работе, а относительно центра расточной головки. Это не претендует ни на какой урок или инструкцию, это лишь мой способ. Решил все же начать работы по восстановлению стола. Стол диаметром 150 мм, HV6. Выпускается он под кучей разных марок, но конструкция и качество примерно одинаковые. В данном случае я намерил зазор вот в этом соединении между втулкой и валом в 12 соток. На текущий момент зажал стол, за его крепление, все штатно. И откатался примерно в 1-2 сотки. Хотя визуально я думаю, что вот это отверстие даже в десятку не попадет по центру. Но просто по внешнему диаметру тут обкатываться не получится, так как поверхность обработана какой-то непонятной краской. Креплю я мой центроискатель прямо на цанговый патрон. Диаметр расточки здесь точно не определен. По сути, чем больше, тем лучше. Но главное, чтобы он не превышал диаметра болванки. Но самое большое ограничение здесь вводит толщина вот этой стенки. Как видите, она составляет всего 7 мм. В самой узкой части, конечно. Но все же сам поворотный стол выглядит вот так. Соответственно, тот самый вал с посадкой. Как видите, здесь нарезана смазывающая канавка. Поэтому трогать этот вал
идея так себе. Вот эта шестерня тоже сидит с биением. И возможно, что в будущем какие-то доработки здесь понадобятся. Но пока задача такая: оставить эту посадку и выполнить росточку в основании поворотного стола. Многие мне писали, что использовать ВФГ с цанговым патроном будет очень неудобно и непрактично. Но пока что я для себя вижу сплошные плюсы. Делая вот эти вот державки, во-первых, уходит намного меньше металла и трудозатрат, так как нет здесь никаких конусов. Это просто цилиндр. Во-вторых, устанавливать и извлекать эту штуку куда проще, не нужно выпрессовывать никакой конус. Ну а в-третьих, я делаю державку либо строго 20 мм, либо в последнее время делаю ее чуть-чуть в плюсе, для того, чтобы она при установке разжимала цангу. Таким образом получаем при полностью ослабленном цанговом патроне надежную посадку инструмента. Ну а вдобавок, как вы можете увидеть, даже вместе с резцом, у меня здесь запас всего сантиметра 3-4, головка установилась на место. Если бы здесь запас был еще меньше, я бы просто скрутил гайку вместе с цангой и установил все вместе. То есть, грубо говоря, если бы у меня здесь был сверху конус Морзе, даже хотя бы второй, мне бы приходилось увеличивать вот это вот расстояние, скорее всего, в разы. Закупорил внутреннее пространство тряпкой. Материал у нас здесь чугун, так что будет очень много пыли. И вот туда вниз я скинул, прикрепил к столу магнитик, чтобы и там пыль сильно не разлеталась. Выставил съем полмиллиметра с диаметра, то есть 2,5 со стороны. Ну, на первый взгляд, для нечистового прохода поверхность просто идеальная. Вообще даже не ожидал такого качества. Конечно же, производить смещение вот таким лимбом не очень удобно. Но так получилось, что нанесение разметки на лимбе как раз зависит от состояния стола, который растачивает эта расточная головка. А я же просто имею в виду, что у меня шаг винта 1 мм, соответственно, один оборот винта дает 2 мм росточки в диаметре. Отверстие готово. Такой чистоты поверхности у меня почему-то даже на токарном не получается при обработке чугуна теми же самыми пластинами. Диаметр отверстия теперь чуть более 48 мм. Изначально был 45 в плюсе. Ну что ж, просто взять, рассверлить и расточить отверстие в капролоне, конечно, можно, но это неинтересно. Я давно хотел попробовать подобную штуку расфрезеровать. Насколько помню, такой способ уже показывал Олег Певцов в одном из своих видео, но у него там был закреплен фрезер, а у меня простенькая фрезерная приставка. Кстати, я успел заказать вот такие штуки ER16, целый набор. Но патрон заказать не успел. А потому все это пока отложено в долгий ящик. А фрезеровать будем все тем же кривым советским патроном. Хотя, честно сказать, тут куда кривее мой вал. Как оказалось, ответная его часть с той стороны бьет на пару десяток.
Именно на этом вале я тогда понял, что обработка в центрах на ТВшке лишь ухудшает качество. Фреза диаметром 5 мм. Есть еще вот такая 4-зубая, но я установил 2-зубую. Все-таки капролон. Боюсь, что эти мелкие зубья могут забиваться. На первый взгляд берется и довольно неплохо. Только я пока не выставил диаметр. На этом станке мне очень часто помогает возможность установить обороты 60 на самой коробке, плюс занижение частотником. Это черновая обдирка, а далее мне предстоит очень долгий муторный процесс растачивания кучей замеров. Ну и подавать, естественно, придется значительно медленнее и аккуратнее. Я думаю, хоть кто-нибудь уже задавался вопросом, как же устанавливать необходимый диаметр, когда на лимбе, собственно, нет разметки. Так вот, для таких особенно маленьких и неточных головок разметка на лимбе это скорее некая примерная ориентация, надеяться на которую не следует. А вот для точной подстройки можно использовать такую схему. Это обыкновенная магнитная стойка и индикатор.
Росточка получилась сотка в сотку. Поэтому зашло очень туго. Итоговый люфт стола. Ну и для проверки работы стола, конечно же, тут же захотелось что-нибудь сделать. В первую очередь решил начать с разметки лимба, расточной головки. Коэффициент деления у этого стола 1 к 90, поэтому все расчеты нужно производить именно исходя из этого коэффициента. В итоге для разметки одного деления нужно сделать 1,8 оборота. Сделать это по штатному лимбу стола уже затруднительно, поэтому все-таки распаковал делительные диски. Ничего сложного здесь нет, принцип точно такой же, как у обычной делительной головки. Есть даже вот такие ограничители вспомогательные. Так что думаю, что с этим разобраться не проблема. Взял диск на 20 делений, буду смещать на 16 делений из 20. Таким образом получу 1,8 оборота. Как говорится, я в своем репертуаре. Начал делать гравировку на 50 делений, а потом понял, это ж неудобно. В итоге снял и сейчас буду размечать на 40. Чтобы в итоге получилось 4 сектора по полмиллиметра. Винт изначально сделан с запасом, поэтому можно просто снять эту десятку гравированную. Глубина гравировки 1,5 десятки. Ну вот теперь головка точно полностью завершена, проверена в работе. Ну, может быть, внешний вид у нее, конечно, не такой, как у магазинной. Но на что способен станок к текущему состоянию, то и получаем. Фреза используется вот такая, гравировальная. Уже даже не помню, китайская или же советская. Заказывал очень давно. Но у меня на этом все. В описании понемногу начинаю оставлять ссылки. Всем спасибо за просмотр. В описании начинаю оставлять ссылки на альтернативные каналы. Правда, заполнения пока там никакого нет. Ссылки чисто, чтобы не теряться. Все, всем всего хорошего. До свидания.